Герой или захватчик? Величайший военный гений истории Александр Македонский. Завоевать весь мир. Со своей армией он завоевал сначала Персидское царство, а затем Египет, страну фараонов. Александр, сформировавший античный мир своими завоеваниями, которые он начал в юном возрасте, то давайте начнем. Македония, 356 год до нашей эры. Король Филипп. Он был очень суровым и алкоголиком, но в то же время умным и искусным полководцем. Когда его старший брат Пердикас III погиб в бою, Филипп взошел на трон в ходе борьбы за власть в королевстве и стал царем Македонии в возрасте 46 лет. Он завоевал все греческие государства, кроме Спарты, сделав ее крупнейшим государством в регионе. И сегодня у него родился сын, Александр, имя которого никогда не забывалось. В те времена в Греции детей с самого раннего возраста подвергали суровому обучению. Король Филипп хотел, чтобы его сын Александр вырос воином, но Александр был слабым и эмоциональным. По сути, единственной женщиной, определившей его жизнь, была его мать. Среди греков считалось, что его мать происходила из знатного рода, и герой детства Александра был знатным. Исторические записи рассказывают, что он почти ни одной ночи в своей жизни не спал без чтения эпосов знати. Воспитанный с юных лет философом Аристотелем, Александр одержал первую великую победу не над огромными армиями, не над противниками на борцовской арене. Буцефал был черным, большим, неуправляемым конем, который боялся собственной тени. По этой причине его никто не хотел брать. Но Александр понял, в чем проблема лошади. Буцефал боялся собственной тени. Александр заставил его преодолеть этот страх, повернув морду к солнцу. Это вызвало гордость его отца Филиппа II и позволило Александру стать его самым большим другом. Вместе они покорят половину известного мира. В 336 году до нашей эры произошло неожиданное событие. Царь Македонии Филипп был убит на глазах у своего сына во время приглашения. Кто стоял за этим убийством, так и не было выяснено. По мнению одних, это дело рук персидского императора Дария, по мнению других – заговор его жены Олимпии, которая была разгневана тем, что Филипп взял себе новую жену. На этот вопрос так и не был дан ответ. В этот день Александр, которому было всего 20 лет, неожиданно взошел на трон Македонии. Первым делом он устранил своего сводного брата, который, по обычаям того времени, был еще в колыбели, и всех тех, кого можно было считать наследниками престола. Теперь он был королем, но королем, который хотел отправиться в неизведанное, на край света. Его первые военные кампании были направлены против мятежных греческих городов-государств, и, восстановив единство, он переправился через Дарданеллы на персидскую территорию с армией в 45 тысяч человек. Приключения начались, и он понял, что пути назад уже не будет. Посетив руины города Трои и гробницу Асила в Дарданеллах, Александр услышал, что неподалеку находится правитель Персии со своей армией в 40 тысяч человек, и он немедленно принял меры и сметал персидскую армию. Это событие поразило персов, несомненно, величайшую державу древнего мира. Как 20-летний юноша решился на такое? Уже позже персидский император Дарий написал Александру письмо, в котором говорил, что он еще ребенок, и посылал ему игрушки из золота. Но Дарий так и не смог понять, кем был человек, которого он презирал. В их авантюрном путешествии многие генералы были хорошо обученными солдатами из Македонии и Греции, друзьями, с которыми он вырос. Ближайшим из них был Гефестион, который также был ее мужским любовником. Александр продвигался вперед, одерживая одну победу за другой и присоединяя к своей территории один за другим такие города, как Эфес, Милет, Галикарнас и Сиде. Наконец он пришел к городу Гордион в центре Анатолии, который сегодня известен как Анкара. Здесь рассказывают легенду. Согласно легенде, в городе Гордион был узел, и развязать его мог только тот, кто будет править миром. Его приносят перед Александром. Александр сначала осматривает его, а затем разрубает этот узел мечом.
Продвигаясь вперед и захватывая анатолийские города, он получает известие, что к Антиохии приближается большая персидская армия. Император Дарий привел с собой свою семью, чтобы показать свою победу. Против персидской армии в 120 тысяч солдат было всего 45 тысяч греческих воинов. Самыми важными подразделениями в греческой армии были пехотинцы, называемые фалангами, с 6-метровыми копьями. Две армии столкнулись друг с другом, и снова, благодаря успешной тактике Александра, персидская армия была разгромлена. Император Дарий бежал с поля боя. Александр был очень зол, потому что, по его мнению, что бы ни случилось, царь никогда не должен быть трусом и бежать с поля боя, тем более оставляя за спиной свою семью. Это была одна из характерных черт Александра Македонского. Вместо того, чтобы руководить сражениями с тыла, он всегда сражался на фронте. Даже несмотря на то, что его много раз ранили, а однажды даже разбили шлем топором. Мать и жена Дария теперь находились в руках Александра, и он приказал обращаться с ними как прежде. Мать Дария так понравилась Александру, что через некоторое время она стала отвечать за еду Александра. После этой победы Александр продолжил свой поход по прибрежным городам Ближнего Востока, выиграв по пути множество крупных сражений. Его войска, прибывшие из свежей Греции, следовали за ним по знойной пустыне. Они даже вошли в древний город Петру. Там и сегодня стоит статуя Александра. Теперь настала очередь Египта. Александр легко завоевал Египет и был встречен народом с большой любовью. В то время египетская и греческая культуры были очень близки друг к другу. Египтяне приняли Александра как своего спасителя, потому что смотрели на персов как на захватчиков. Они даже провозгласили его фараоном Египта. На иероглифах его можно увидеть в одежде фараона и с бородой. Александр, основавший в одном из красивейших мест Египта город Александрию, который назовет в свою честь, построил здесь большую библиотеку и Александрийский маяк, который считается одним из 7 чудес света. Однако в это время произошло нечто странное. Говорят, что он совершил духовный поиск. По некоторым слухам, Александр отправляется в личное путешествие. Изнемогая от жары и жажды, он достигает храма Амона в Сиве близ Ливии, заходит внутрь и осматривает его. Никто не знает, что произошло внутри. Известно лишь, что когда Александр вышел из храма, жрецы объявили его полубогом, как сына Зевса. После короткого пребывания в Египте он снова преследует Дария со своей армией. Дарий снова собрал большую армию со всей своей империи, и на этот раз он не собирался рисковать. Согласно персидским и греческим записям, эта армия насчитывала от 200 до 300 тысяч воинов. У Александра было около 50 тысяч человек. Когда две армии встретились, персы имели значительный перевес в численности и территориальное преимущество. Но Александр сделал кое-что интересное. Он применил необычную тактику, выстроил свою армию по диагонали, и вскоре огромная персидская армия была разграблена. Когда Дарий собрался бежать, Александр бросил копье, но оно промахнулось, и хотя он преследовал, догнать его не удалось. Персидский царь снова отступает с поля боя. Александр вступает в Вавилон, персидскую столицу. Когда они вошли в город, то были настолько удивлены увиденным, что даже греческие генералы испугались, что такое богатство и порядок сделают их самодовольными. Известно, что золото, полученное после этой победы, было эквивалентно сегодняшним 60 миллиардам долларов, и что большую часть его он разделил со своими солдатами. Вскоре он снова отправился в путь и дважды пересек ледяные крутые горы Гиндукуш, одни из самых труднопроходимых в мире. Тем временем он получил известие о том, что Дарий, находившийся в бегах, был убит своими приближенными. Ожидая награды, они были казнены,
и Александр отдал дань уважения, похоронив Дария в долине царей в соответствии с персидской традицией. Тем временем, когда армия продвигалась в горах, любимого коня Александра Букефалоса украли толпы. Александр был так расстроен, что немедленно разослал во все стороны послания: «Если вы не приведете моего коня, я сожгу все здешние поселения». Испугавшись этого послания, разбойники возвращают коня, и Александр не может сдержать слез радости. Даже когда воры ждали наказания, их наградили золотом. Здесь он снова женится на дочери горного вождя, принцессе Роксане. Хотя в некоторых источниках говорится, что поначалу этот брак вызвал ссоры, известно, что со временем супруги полюбили друг друга. Больше всего этот брак расстроил мужского любовника Александра, Гефестиона. Но, конечно, они никогда не расставались друг с другом. Далее следует Центральная Азия. Среднеазиатские походы упоминаются в летописях как одни из самых сложных кампаний Александра. Кочевые народы Азии оказали очень ожесточенное сопротивление. Во многих местах они даже добились успеха. Однако Александр умел хорошо размещать свою армию в различных условиях и понимал, что самым важным умением среднеазиатских воинов были их конные лучники, которые могли стрелять на большие расстояния. Используя подобную тактику, Александр одержал победы в Средней Азии, захватив многие крупные города, в том числе Самарканд. Армия Александра состояла не только из воинов, но и из инженеров, художников, архитекторов, колонистов и тысяч ремесленников. Везде, где он завоевывал, он приносил свою культуру и философию. И вместо того, чтобы менять лидеров завоеванных стран, он ловко делал этих людей правителями своих собственных земель. Он никогда не вмешивался в их форму правления, религию или культуру. И этот великий лидер, навсегда изменивший мир, умер от малярии в возрасте 33 лет. Он не был героем внешне, и его смерть не была героической. Он умер не от удара меча, но кто мог сделать то, что мог сделать он? За 13 лет он прошел со своими солдатами 33 тысячи километров, выиграл бесчисленные сражения и стал первым великим завоевателем в истории. Ходят слухи, что, умирая, он сказал своим друзьям, спросившим его, кому он оставляет империю: «Сильнейшему из вас», и испустил последний вздох, так и не закончив свои слова. Александр Македонский не только завоевал территорию, но и навсегда изменил культурное будущее человечества, создав эллинистическое понимание, заложив основу Римской империи и будущей Европы. Вы сможете лучше понять это, если прочитаете множество статей и книг, написанных о мире после Александра. Для индийцев он стал мифологическим героем, для среднеазиатских народов – вождем, при упоминании имени которого даже Чингисхан брал с него пример. А египтяне веками поклонялись ему как языческому богу. При его жизни от юга Африки до севера Азии не было человека, который бы не слышал о нем. И в мифологиях всех обществ он занял место в истории как герой, совершивший невозможное. Мать персидского императора Дария, которого он победил, умерла от болезни из-за своего горя по поводу смерти Александра. Когда Александр умер в Вавилоне, поскольку он также был фараоном Египта, его тело было мумифицировано и привезено в Александрию в Египте, где его поместили в специальный саркофаг. На протяжении веков цари приходили навестить его. Даже когда великий римский император Август приехал в Египет и захотел увидеть тело Александра, ему сказали, что он может увидеть тела других царей. Он сказал: «Я хочу видеть царя, а не кучу мертвецов». Александр оставил философию. Философию желания быть величайшим. У него была мечта о мире, объединенном под одной крышей. Возможно, эта мечта никогда не будет реализована, но эта мечта была и останется в памяти вместе с ним. Именно это всегда будет приходить на ум при упоминании Александра Македонского. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо.